Всем привет, ребята! Сейчас у нас будет интервью с Адреном, долгожданное интервью. Сегодня мы обсудим много классных тем. Обсудим, конечно, кто меня кикнул в очередной раз. Обсудим Адрена, его карьеру в разных командах. Обсудим его, как он стал МВП мейджора. Короче, много всего будет интересного. Желаю классного просмотра. Погнали! Что думаешь о ростере 6 игроков? Но я вообще считаю, что этому есть место быть, и уже пора. Рано или поздно это придет. Должен быть человек, который контролирует весь этот процесс. А мы будем как бы поменьше тренироваться, ну ничего страшного. А ты будешь только жестко. То есть я не могу задавать тебе вопросы, я понял, хорошо. Ну и кем ты себя видишь, да? Хочу выигрывать турниры, уже в роли капитана. Опять сейчас будет расследование, почему кикнули Зевса. Я уделяю больше времени другим вещам. Я вообще как-то не воспринимаю онлайн-игры. Когда все заканчивают в 10 вечера, то в Казахстане ты закончишь в 3 ночи. А там бац, на экране Кейн такой мигнул. Привет! Я думал, почему бы тоже не попробовать, может быть. Видел? Это пипец, это круто. Да, так что оставляйте заявки, мы рассмотрим их. Вот вам и все, ребят. Адрен – легендарный игрок старой школы, который начал играть в КС в далеком 2004 году. Только представьте, многие новые игроки в то время еще даже не родились. В 2005 году в составе К-23 Даур стал серебряным призером ВЦГ. Об этом легендарном теге вы еще услышите в нашем интервью. Вернемся к истории. В 2012 году Адрен выступал за организацию Virtus.pro, в 2013 за Astana Dragons, в 2014 и 2015 за Hellraisers. Известные теги менялись один за другим, но дальше Адрена ждала, пожалуй, главная победа в его карьере. В составе Gambit Esports он стал победителем легендарного PGL Major Krakow 2017. Позже карьера Даура продолжилась не менее интересным образом. Его пригласили выступать в европейский коллектив Face Clan. Вместе ребята выиграли пару турниров, но из-за языкового барьера игровых ролей их пути разошлись. В этом интервью вы узнаете, как Адрен стал лучшим игроком мейджора, как попал в Face Clan, как адаптировался и, конечно, самое главное, его новую команду. Сегодня финал у нас, ребята, в Катовице. Очень крутой турнир, большой призовой. Знаете, в прошлом году я должен был выносить кубок в Катовице на этот стадион, но пандемия все порушила. Но, тем не менее, мы очень-очень хотим и болеем за то, чтобы у нас были сегодня две наши команды, которые будут рубиться в финале. И мы сейчас сделаем с вами, ребят, ставки. Так как мы записываем заранее, только вы будете знать на данный момент, кто выиграет из этих команд. Вообще у Дани Зевса хорошая статистика на прогнозы. 8 из 10 я угадываю, делаю правильные ставки. Но вот сейчас как раз проверим Дани Зевса. Я думаю, что очень неплохой коэффициент поставить Нави на Гамбит. У нас реально мы можем сделать ставочку, я думаю, давайте 10 тысяч мы поставим, что они выиграют. Также мы делаем, ребят, на то, что Нави выиграет 2-0. Все-таки, мне кажется, у них хорошие шансы. Мы поставим 25 тысяч. Нави, давайте 2-0 закройте. Я верю, что Нави в любом случае выиграют. Если они выиграют, мы отбиваем хотя бы пятерку. Ну, мы 20 тысяч всадим, если они выиграют 2-0. Поэтому мы поставим всего 15 тысяч, ребята, на то, что они выиграют 2-0. Поехали. Опа. Так, Astralis Virtus.pro. Это, конечно, будет сложный матч. Virtus.pro очень сильно играет, но Astralis... Не могу сказать на 100%, что это рациональная ставка, но, тем не менее, я хочу поставить на Virtus.pro. Мне кажется, у них хорошие шансы на победу. Поставим, будем болеть за Virtus.pro. 15 тысяч. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Полетели. Пу-бум. И оставим еще денежки на финал и на другие матчи. Ребятки, ну что, давайте все вместе болеть за наши команды. Давайте, пожелаем, конечно же, удачи. Ребят, я даже знаю, что вы будете тоже делать ставки. В закрепленном комментарии вы сможете найти мою суперссылку, где вы сможете получить плюс 100% к вашему депозиту, правильно, бонусом. Поэтому делайте ставки, конечно же, на париматч. Мы уже там целая семья, ребят, выигрывать и болеем за наши команды. Даур, привет! Здравствуй, здравствуй. Мы наконец-то с тобой записываем это интервью. Мы долго откладывали, да? Да, мы хотели записать в Киеве, захотели записать в Казахстане, и вот записываем в конечном итоге в России. Отвалились. Отвалились. Братан, ну как дела? Давай с этого начнем. Хорошо, вообще отлично. Все складывается куда лучше, чем могло складываться. Вот. Ну, все хорошо. У тебя как?
Это мое интервью. Это не Хорошо. подкаст. Это То не есть, подкаст. то есть я не могу задавать тебе вопросы, я понял, хорошо. Ну, потом тебя пригласим на подкаст, там уже вместе поболтаем. Ладно. В Харькове? Там онлайн можно. Чем ты сейчас занимаешься, почему ты дела хорошо? Что такого хорошего У происходит? меня был небольшой перерыв, застой, так сказать. Я думал, что делать дальше. Но сейчас я получил приглашение в команду, я вступил в команду КС-3. Вот мы сейчас тренируемся, я приехал на базу в Санкт-Петербурге. И мы тренируемся, готовимся, чтобы стать чемпионами. Это у тебя К-23, правильно команда? Да, команда КС-3, да. Сколько тебе лет получается сейчас? Исполнилось 31. То есть ты хочешь дальше решил играть? Ну, конечно, а почему нет? Почему? Я считаю, что возраст это не главное. Я думаю, что нет такого, что что-то ухудшается в плане реакции или... Главное, как ты себя чувствуешь ментально. Ну подожди, ну смотри, в 26-27 лет ты все равно как бы понимаешь, что у тебя там есть какая-то усталость, ты чувствуешь там, ты не можешь это задротить, как задротил там раньше, да? Ты уже делаешь через «не могу» многие вещи. А в 31, по-моему, вообще как бы, ну, очень тяжело, но я по себе просто знаю. Ну, не знаю, у меня, допустим, с этим попроще как-то. Даже 27, когда мы вот тренировались, я не чувствовал такой сильной усталости. Ну, по сравнению с тем, что было там лет, ну, в 20 лет, скажем. Примерно ощущения были одинаковые. Сейчас такие же ощущения, но немножечко поменялась роль моя как игрока. Поэтому я уделяю больше времени другим вещам. Ну, скажем, если я раньше уделял больше внимания индивидуальному скиллу, там точно тренировался, то есть думал только о себе, сейчас я думаю не только о себе, я думаю о команде и думаю вообще в целом, чтобы все было хорошо. Должен быть человек, который контролирует весь этот процесс. Ты капитан в команде или нет сейчас? Да, я капитан сейчас. Получается, у тебя был перерыв. Ты пропал где-то там на месяца 4, полгода, да, примерно, сколько ты не играл? Да, я пропал на где-то 4 месяца. Я стримил, там, ну, ты занимался своими делами, так сказать, отходил от всего то, что происходило, потому что были сложные, скажу, у нас периоды, когда мы очень много тренировались и ничего не получалось. Поэтому нужно было от этого отходить, ты сам понимаешь, когда ты много тренируешься, ничего не получается, нужно как-то ментально разгрузиться. Поэтому... Ну а были вообще мысли закончить карьеру, там, не играть, там, чем-то другим заняться? Если чем, то чем? Ну, если хотел заняться, то чем заняться? То есть... Да, были мысли такие, типа... Заводку мыса. Кстати, это отдельная тема, да. Не, на самом деле у меня проходила такая мысль один раз, это вот как раз-таки в этот период небольшой. Это было так мельком у меня в голове, может, чем-то другим, и потом такой, да нет, все, фигня, надо типа, продолжать, потому что я еще не добился того, чего я хочу. Вот, Что ты как-то хочешь? так. Хочу выигрывать турниры, уже в роли капитана. Какой у вас сейчас там в рейтинге, каком вы находитесь там? В рейтинге я не знаю, потому что сейчас мы пришли, пришел новый игрок Фейм, и у нас в рейтинге, по-моему, кинуло вниз, и мы даже не играли еще на нормально один турнир. Мы просто сыграли вот какой-то онлайн-кап там. Ну, в топ-50, в топ-100 там. Я не смотрел, надо посмотреть, кстати. Там, по-моему, даже топ-100 может быть что-то такое. Кем ты себя видишь там через там 3 года, через 5 лет, да? То есть как бы все равно ты в какой-то момент закончишь играть. Рано или поздно это придет. И просто там, если бы у тебя был сейчас вариант хороший, там, где ты бы зарабатывал деньги, да? Ты бы бросил КС? Мог бы бросить КС, скажем так? Ну и кем ты себя видишь, да? Да я даже не знаю, сложный вопрос такой. Я бы в любом случае видел себя в сфере киберспорта. Кем? Я не знаю. Но я думаю, что вряд ли бы я видел бы себя в роли тренера, потому что не мое это быть тренером, смотреть, как другие играют. Мне хочется самому всегда играть. Поэтому, я не знаю, занимался бы чем-то другим, но точно не тренерством, но был бы в сфере киберспорта уж точно. Пока я не задумывался об этом, потому что я игрок, и я стараюсь не думать о таких вещах сейчас, потому что я фокусируюсь только на игровом процессе. То есть надо задумываться, но я думаю, что оно и так, было куча предложений разных проектов, в которых я мог поучаствовать, но я пока все это дело немножечко убрал в сторонку. Были там и прочие, там тоже и тренерство предлагали много зарубежных, там вообще во многих местах. Были предложения открывать свои организации, там открывать какие-то свои заведения, там и прочее. То есть то, что связано вокруг киберспорта, что это все именно были такие предложения, чтобы что-то сделать совместно. Я сказал, пока не хочу ничем заниматься, потому что у меня нет времени все это контролировать. А я не хочу, знаешь, чтобы я что-то открыл, заиграл, и при этом мне где-то сбоку был еще один бизнес, который там
мешал бы мне сфокусироваться на игре. Ну, как-то так. Ну смотри, Хоббит открыл себе компьютерный клуб, да, там вложил деньги с мажора. Да. И у него занимается брат. И это как бы бизнес неплохой, то есть он зарабатывает какие-то деньги, там, ну из-за пандемии там что-то вроде как бы. Ты не думал там открыть какой-то параллельный бизнес, пока ты играешь, 31 год, как бы, ну, возникали же такие мысли все равно? Нет, так такое тоже есть. И, в принципе, сейчас скажу, я имею в виду другие проекты, где мне предлагали не брат, там, и, там, не родители, а именно предлагали люди сторонние, которые, знаешь, они хотели совместно открывать какие-то проекты. Я не хотел открывать такие проекты, когда я не имею контроля над ситуацией, потому что я не могу приехать, посмотреть, что там, как. Такие проекты у меня есть, они сейчас на стадии разработки, именно с братом, да, у нас есть очень много идей, я пока их не буду раскрывать, я не могу их раскрыть пока. Вот. И да, мы с ним сейчас делаем какие-то дела, то есть он будет полностью заниматься всей технической составляющей, а я буду просто как помогать тем, что я знаю своими знаниями. Ну это что это такое? Это компьютерный клуб или что? Ну и тоже. Ты тоже, да, открыл свой клуб, я помню, да, и в принципе, я думал, почему бы тоже не попробовать, может быть, Ну, в этом есть толк. в принципе, да, то есть как бы у нас неплохо, люди ходят. Хотя, конечно, в пандемию тяжеловато, но Ну, справляемся. да, всем тяжело. Да. Ну вот, как-то так. То есть, но сейчас я полностью сфокусирован на игре. Какие у вас цели там на год, на два? Сколько ты вот сказал, там, чуваки, там, мы там, у нас есть какая-то дистанция, мы должны прийти к нашей цели, да? Или как? Как ты Да, устраиваешь да, вообще да, в целом игру? У нас есть дистанция, дистанция год. За год я поставил цель вообще, знаешь, исходя из опыта всех команд, в которых я поиграл, понимаю все реалии и сам процесс, если мы будем полностью отдаваться процессу, как ты говорил, жить этой игрой, то я думаю, за год нам по силам войти в топ-8, топ-5 мира. Реальная цель. Я брал выше, я сказал, что мы дойдем в топ-3. Потому что я знаю опыт такой, что чем выше ты берешь, тем легче будет добраться до... Да. Какой у вас состав сейчас получается? Я Рус, Мол, Нилан, Норберт, Фейм. А тренер? Тренер Соляр был. А что был? Но его сейчас запретили, поэтому и без тренера пока. Ну, он вообще как-то помогает, участвует там в тренировочном процессе? Он в тренировочном процессе не участвует, он участвует больше, знаете, в таком морально составляющем, когда становится сложно, когда становится... Ну, как психолог больше, да? Да, как психолог больше, да. Но мы сейчас, допустим, у нас есть аналитик, но мы так, может быть, в поисках тренера, скорее всего, сейчас, потому что действительно про игровой процесс строю я вместе с Русом, мы там как-то стараемся вместе комбинировать, но тоже сложновато бывает, потому что нужно фокусироваться и на своей игре тоже. Да я вообще не понимаю, но мне кажется, тренер как бы нужен по любасу сейчас. Тренер нужен, но знаешь, сейчас найти хорошего тренера, вот ты кого посоветовал? Кейна. Он как раз он как раз ищет командочку. Я думаю, Слушай, ну то есть мы можем сейчас сказать в интервью, да, то, что как бы ваша команда К23 ищет толкового тренера, так что, да. Да, так что оставляйте заявки, мы рассмотрим их и обязательно свяжемся с вами, оставьте сообщение после сыгрыша. Ну отлично, удачи вам, потому что как бы Спасибо. цели амбициозные и, честно говоря, это вызов для тебя и для команды в 31 год, как бы ставить там, постараться войти в топ-3 даже через год, ну, можно сказать, да, то есть давай сейчас поговорим о как бы нынешнем Counter-Strike, что вообще происходит в мире, да, то есть как бы легкое наблюдение, да, то есть что сейчас есть Na'Vi, они явные лидеры, ну, мое мнение, да, Да. и потому что другие команды испытывают какой-то спад, да, то есть как бы там то Apex ушел, Astralis на спаде, другие команды не набрали такую форму сильную, как Na'Vi. Что ты думаешь, как ты следишь за командами, кто тебе нравится, у кого ты берешь какие-то, может быть, примеры и тактики, то есть какие-то расклады и так далее?
Ну, я согласен с тем, что сейчас Нави находится в очень хорошей форме, именно в игровой. Но именно по построению игры я, допустим, не совсем до конца понимаю игру Нави. То есть, ну, есть моменты, я смотрел там очень много игр Нави, смотрел очень много игр вообще многих команд. Каждый день там смотрю по 5-6 демок. Игра Нави для меня, она такая, они могут играть всегда по-разному. То есть у них один день они такие там взрывные, вспыльчивые, в другой день они начинают играть как-то в другой стиль. Я не знаю, может быть, это подстройка под соперника или... Но для меня, допустим, показателем было 2 игры там Нави против Астралис. В одной игре Нави играли в один стиль, вообще непонятно, вторую игру они играли в другой стиль. Но команда Астралис продолжала играть, то есть, свою игру. И в плане стабильности стиля, может быть, какой-то игры, я думаю, все-таки Астралис посильнее будет в этом. Я думаю, что все-таки у Нави все зависит от настроения, ну, в первую очередь. Они в хорошей форме, но если у них хорошее настроение, они зароют любую команду. Но если у них с настроением чуть-чуть не пошло, то они могут и залить очень такую выигрышную игру. Ну, мое наблюдение такое, то, что они были топ-2, да, когда они проигрывали Астралис и Виталити. Виталити стали там топ-1, по-моему. В итоге они все ушли на отдых перед Новым годом, а Нави начали очень рано тренироваться. То есть они реально тренировались больше всех команд, и они находятся в лучшей индивидуальной форме, я считаю, в мире. То есть индивидуальная форма Это будет да. лучше. И за счет этого им легко дается импровизировать, играть разные стили. И они реально выделяются сейчас, они крутые. Но с этим я согласен полностью, потому что был такой прецедент у нас тоже, когда мы играли, я играл в Авангар, мы начали тренироваться раньше всех перед мейджором. На мейджор мы пришли все в индивидуальной форме, намного сильнее, чем многие игроки, поэтому мы прошли так далеко в Берлине. То есть это схожая ситуация. Нави я видел, когда они собрались намного раньше, они начали тренироваться, и было видно, что даже во время отпуска, там, когда были выходные, я видел, что там ребята все играют. То есть играет и Бумыч, играл и Перфект, и Электроник, и Simple, все играли. То есть они не переставали играть в то время, когда все европейцы, они брали именно такой отдых, они не играли, переставали шпилить, поэтому это в любом случае дает хороший такой толчок в начале, тем более. Да, но у кого ты воруешь тактики? У кого ты смотришь, то есть какие команды тебя впечатляют? Окей, Нави там как бы, да, там. Да, ну, я скажу, что на самом деле я берусь у всех по чуть-чуть. То есть я смотрю какие-то идеи, что-то мне нравится, что-то мне не нравится, но в целом мне нравится игра, как играет Астралис. Мне нравится, как некоторые ситуации разыгрывают Нави. У них есть именно не сами тактики, а больше сами розыгрыши ситуаций. Вот. И мне нравится, как думает и вообще, как себя ведет Алексей Би из OG. У него есть свои такие прикольные идеи, заготовки, но исполнение игроков не всегда типа, радует. Вот. Кто там еще? Мне не очень нравится игра Vitality, там она такая, там сложновато такую игру построить, как у них. Не очень нравится игра G2, она очень такая, тоже примитивная. Ну не знаю, из таких, если брать, кого мы смотрели. Я еще очень много смотрю тир-2 команд, которые вот именно эти команды показывают иногда такие интересные тактики, идеи, заготовки, которые можно немножечко под себя, под свой лад настроить и что-то такое сделать еще лучше, так сказать. Доработать их идею. Вот. Ну и таких много команд тир-2. Можно посмотреть 10 демок, из них найти только 2 идеи. Да. Но главное смотреть и искать, находить что-то для себя. Тем более, если это же не так, что ты, допустим, увидел тактику, ну ты сам знаешь, увидел тактику, и такой, все, применил ее на своей команде, и это все будет работать. Это не так. Ты должен посмотреть по темпераменту игроков, кто как, подойдет нам, не подойдет, сможем ли мы сделать эту тактику, о чем вообще думали игроки, когда создавали эту тактику. Поэтому это такой. Но больше всего подходит стиль, наверное, Астралис, как и всегда. Как и у всех команд. Они выделяются, да, тактически. Тактически именно по задумкам, по идеям, по макроидеям, они выделяются больше всех. То есть у них можно было вот так посмотреть больше их перемещения, как они двигаются, нежели там сделать тактику, подойти, кинуть гранаты. Мне больше интересно вот макро передвижение. Понятно. Ну ты правильно говоришь, что команды Тир-2 часто больше строят игру
как бы на командную, да, там, нежели на индивидуальном скилле. У них можно больше каких-то заготовок увидеть. Но Астралис, они всегда круто играли командой. Что думаешь о ростере 6 игроков? Были ли у вас когда-то такие мысли? Там, Virtus.pro, может, в вашей команде сейчас? И вообще, считаешь ли это правильным? Да, вообще, я думаю, что в этом есть смысл, потому что все три команды использовали шестого игрока, и достаточно успешно, там, что Астралис, что Vitality, что Нави, они, у них были шестые игроки. У нас в Кадастре тоже есть шестой игрок, с которым мы тоже играем. Будем играть и некоторые карты, он будет приходить. Прикольно. Там. Да, но мы сейчас ждем официального заявления от Valve по поводу шестого игрока, что и как. Стоит ли нам тренироваться шестым игроком или все-таки играть пятером. То есть это немаловажный фактор на данный момент. Но я вообще считаю, что этому есть место быть, и уже пора было вводить замены и прочие такие вот. То есть можно даже 7 игроков играть при желании. Возможно, это приносит какой-то импакт команде, что есть игроки, которые фокусируются на 2-3 картах и постоянно им заменяются. Это сложно, это очень сложный процесс. Но я думаю, что к этому можно прийти со временем. Как ты вообще относишься к онлайн сейчас? Я, знаешь, как относился к онлайн, как и всегда. Мне не нравится онлайн, я думаю, что в онлайне очень много фальши. Ну, скажем, не те игроки показывают себя на мировой сцене. Я вот, допустим, когда посмотрел рейтинг топ-20 игроков 2020 года, я вообще, знаешь, были бы ланы, многих игроков там бы и не появилось вообще никогда. Поэтому я думаю, что онлайн все-таки это тоже такая... подпортила сейчас КС-сцену, потому что ланы все-таки показывается характер игроков, там включаются игроки, которые никогда не включались, и которые, возможно, не включатся никогда онлайн, и выключаются те, которые онлайн просто боги, знаешь. Для меня это вообще... Я не люблю онлайн, и люблю больше тренироваться онлайн. Играть турниры — это не мое онлайн, я вообще их не переношу. Смотри, но не кажется ли тебе, что, ну, как бы, я думаю, ты понимаешь, да, на ланах у игроков срабатывают нервы, да, они не могут полноценно раскрыться и как бы нормально себя там проявить. А онлайн они сидят спокойно, как бы не парясь, и играют. Но это же вроде как неплохо, с другой стороны. То есть они могут раскрыться дома, как бы, ну, и показать игру. А на ланах у них срабатывает психология, допустим. У всех разный менталитет, да, там. Да, так вот в этом есть весь кайф. Ты же, когда приходишь на турнир, ты видишь человека, ты видишь его глаза и показываешь ему... Ты видишь, да. Нет, ты понимаешь, что этот человек смотрит тебе в глаза, и он боится тебя, понимаешь? И этот человек, он там, не знаю, набил бы 40 в онлайне против тебя, но онлайне ты смотришь на него и думаешь, что это просто какой-то, ну не буду говорить, это просто малыш испуганный, вот, который, не знаю, который просто обосрется при одном виде тебя в игре на лане, а онлайн он просто будет богом. Поэтому я вообще как-то не воспринимаю онлайн-игры всю серьезность. Даже там какие-то большие призовые. Понятно, что нужно там играть хорошо. Есть куча составляющих. Допустим, ты играешь онлайн, у тебя нет возможности, ты играешь с пингом 40, и напротив тебя сидит команда с пингом 5 из Германии, которая тебя просто зароет по стрельбе. Как минимум. Да, есть такое. Это правда. То есть здесь немножечко есть такие аспекты, которые могут повлиять на саму игру. Те же Vitality, к слову, что они выиграли у Нави там с маленьким пингом, когда заевуют, раздал с 250, то есть как бы, ну, чтобы так залетело, как бы, ну, с 40-50 пингом это очень сложно, как было бы сделать. Даже посмотреть на команду Big, которая сидит сейчас в Берлине, я нажимаю Tab просто иногда, когда мы там тренируемся, у них пинг 5. Это, конечно, чувак будет носиться и наносить тебя, когда у тебя пинг 30-40. Это кажется, что небольшая разница, на самом деле, когда играешь на про-сцене, ты же знаешь, Даня, когда там даже 10 пингов вообще вроляет типа очень сильно. Поэтому онлайн... Короче, ты против онлайна, да? Я против онлайна, чтобы на лане, главное, чтобы видеть людей вот так насквозь, знаешь, на лане. Вот это мое. Ну, говорят, что будет лан, по-моему, осенью первый. Ты слышал что-то, я не знаю? Я слышал, да, что-то будет, но как-то много слышали на 2020-м, что будут ланы, все это переносили. Не знаю, я слышал, что очень много турниров проводят по PUBG. Сейчас будет мейджор в Доте, по-моему, в Сингапуре. АКС, как обычно. Знаешь, мы пофиксили карту Ancient там, и вот вам и все, ребят. Сейчас где у вас тренировочная база? Откуда вы тренируетесь? Мы в Санкт-Петербурге. У нас тренировочная база находится здесь. Вся команда здесь уже в сборе. Мы уже тренируемся почти 3 недели, по-моему, или месяц.
Но полноценных мы тренируемся 3 недели. Вот. Как у вас вообще проходит вот тренировочный день? Сколько вы тренируетесь в неделю? Расскажи про это все. Мы тренируемся 6 дней в неделю, подъем у нас в 11, ну и там до 10 вечера. Все это, знаешь, в совокупности с тренировками, с обсуждениями, обсуждением ошибок, просмотром совместных игр. То есть сейчас процесс затягивается так, что мы в 3 часа ночи можем лечь спать, просыпаемся опять с такой головой и идем опять. То есть, получается, вы заканчиваете в 10 и дальше что делаете? Каждый работает, кто-то идет на ДМ, кто-то смотрит игры, я смотрю игры там, других команд. Иногда мы расслабляемся, может кто-то поиграть в другую игру, там, кто-то фильм посмотрит. Но в конечном итоге все приходит к тому, что в 2 часа ночи мы можем друг друга подтянуть и сказать, смотрите, это мы здесь меняем, здесь делаем такую тему, здесь будем так делать, то есть какие-то фиксы. Я думаю, в этом есть вся прелесть буткемпа, что ты можешь в 2 часа ночи всех потянуть и сказать, ребят, тут, короче, мы сделали полную фигню. Разбудите. Да. И такое тоже бывало. Поначалу, знаешь, такой был конфетно-букетный период, все получалось. Сейчас начинаются такие уже много информации, и чуть-чуть сложновато становится, но... Как вообще у вас отношения? То есть, как бы, кто там выеживается, кто, как вообще? Такого пока нет. Пока нету, но я думаю, что это будет в конечном итоге. И надо будет кого-то ставить на место. Ну, посмотрим. Пока еще будем решать проблемы по мере их поступления. Как вообще реально играть в Казахстане и стать успешным игроком? Или если ты хочешь построить карьеру игрока, надо сваливать с Казахстана? Вообще можно себя заявить как игрока, играя там лиги местные, можно даже российские лиги играть, как-то пробиться, попробовать, может, на FPLC. Но в конечном итоге, чтобы вырасти до уровня тир-1 игрока, тир-1 игрока, нужен интернет хороший. Нужна команда хорошая, и без хорошего интернета ты никак не выбьешься именно в тир-1. Можно выбиться там в тир-3, показать себе, что ты есть такой, и чтобы тебя потом уже забрали на буткемп в Украину, там, в Россию, неважно, где хороший пинг, то есть шанс показать себя, но расти дальше как тир-1 игрок, как тир-1 команда в Казахстане нереально, потому что нет нормальных условий в плане интернета, а во-вторых, время. То есть именно часовой пояс, он сильно влияет на тренировочный процесс. Ты не можешь начинать тренировки в 5 вечера и заканчивать там в 3 часа ночи, это ни к чему хорошему не приведет, в плане игровой тренировки с командами. В Казахстане примерно так и получается. Когда все заканчивают в 10 вечера, то в Казахстане ты закончишь в 3 ночи. Это проблема на самом деле, да? То есть, это большая проблема, конечно, да. Это же влияет на здоровье, и там ты, может, не высыпаешься, ты просыпаешься злой, нарушения идут у тебя в голове уже психические, ты там не справляешься с нагрузкой, знаешь, и в конечном итоге ты не тот игрок, который ты должен был быть. Не, ну молодым игроком, там, если 20 лет, там, то есть, в принципе, я думаю, это может нормально. Я думаю, что сейчас это сильно влияет. Раньше, может быть, это сошло бы с рук, то сейчас там очень много молодых игроков, которые там ходят в спортзал, правильно питаются и соблюдают режим, и они очень жесткие там. В принципе, я думаю, что у них будет преимущественно тем, кто там сидит, задротит ночами, пьет Red Bull, не высыпается. Ну а так а что делать? Вот если есть там игроки, да, они там неплохо играют, в принципе, из-за этой всей хрени не могут, да, то есть пробиться. Как быть? Ну, уезжать в другой город, а если нет команды, то есть как бы самому просто переезжать или что делать вообще? Ну, надо заявлять о себе, надо тренироваться много. Надо показывать характер, если действительно ты этого хочешь, ты этого добьешься. У тебя выбора нету, ты хочешь быть киберспортсменом, ты хочешь выйти на тир-1 уровень, ты хочешь играть, ты будешь много задротить, и в конечном итоге тебя в любом случае заметят. Сейчас молодых талантов везде разбирают очень быстро, там очень много организаций есть, которые мониторят, наблюдают, и я думаю, где, в Казахстане? Что и в Казахстане в том числе. Ну, то есть я имею в виду, допустим, в СНГ очень много организаций, которые видят молодых игроков, если он действительно хорошо играет и показывает какие-то проблески в своей игре, он талант, то его непременно заберут. Его так поставят на буткемп, скажут, все, сиди, задрачивай. Заявить о себе. А заявить о себе в Казахстане можно. Просто играя там какие-то лиги, капы. Играть тот же фейсет и там добиться там 5000 эло, которые невозможно, да, казалось бы, добиться там. Но можно? Можно заявить. А какой пинг будет? Сейчас, кстати, более-менее все нормализовалось. Я видел, что пинг был 90 даже на Германию. То есть это еще более-менее куда не шло. Там 90? 60, да, 65. Жесть. Да, это жесть, но раньше было 120-130. Я вообще не понимаю. есть... Я уже был как бы старовер такой, знаешь, у меня пинг там 60 и все. Ребята, да. я не могу, ты помнишь, я не могу играть. Как играть с 90, я не понимаю, но это как бы вообще жесть. Но люди привыкают к этому, как-то играют, и поэтому сложно. Сложно, но можно. Я считаю, что это просто дело желания и стремления вообще.
Так, ладно, давай поговорим сейчас с тобой о начале Virtus.pro. Мы так будем хаотично общаться, как бы о разных давай, командах, чтобы не выстраивать эту вот линию, как бы там, history. Virtus.pro, вы заняли, сколько ты, получается, играл в Virtus.pro времени? В самом составе Virtus.pro, именно в организации Virtus.pro или в составе Авангар включая? Чем отличается организация Авангар от Virtus.pro? Что там было такого? Что сдало вам Virtus.pro, чего не давал Авангар? Или там чем-то вообще он отличается? На самом деле вообще не отличалось, но мне больше нравился Авангар. Ну, то есть, да, Virtus.pro звучит круто, там, большая организация, там, прочее, но в плане того, чего давали игрокам, именно в плане, знаешь, таких моральных составляющих, там, каких-то помощи со стороны, мне больше импонировал Авангар. Он был каким-то своим. Там действительно люди переживали очень сильно за результат, и они старались сделать все максимально комфортно для игроков, чтобы игроки чувствовали себя хорошо. Но в Virtus.pro в какой-то момент я чувствовал, что как будто нас купили, да, организация большая, там очень много всего, но в какой-то момент я почувствовал, что мы как, знаешь, приемные дети. Вот есть в Virtus.pro есть дети, это их дотеры, там какой-то там еще, они там вместе где-то там, ну, как-то постоянно видятся, может быть, там, а мы нас взяли, и мы как будто, знаешь, такие приемные дети, вот мы сидим в сторонке, там, кушаем за отдельным столом. Ну, то есть я ощущал, что мы состав не номер один в этой организации, ну, в плане по отношению. Когда ты чувствуешь, что к тебе относятся, и ты их, типа, основной состав, который на тебя возлагает надежды, то, соответственно, какие-то другие ощущения появляются. Но это так, это лично мое, потому что я поиграл во многих составах и могу сказать по ощущениям, как это выглядит со стороны. Я понимаю тебя, смотри, но получается, вы в Авангар, да, показывали, ну, хороший результат. Вы заняли топ-2 на мейджоре, вы там, в принципе, до этого играли неплохо. Тут вас покупают, как говорят там, как бы, источники, то есть там за больше, чем $1,5 миллиона, там уходят слухи такие, не знаю точно, правда или Я, нет. честно, даже тоже не знаю. Короче, то есть вас покупают за много денег, да, и вы этим составом же ничего не добились, правильно, Virtus.pro? Вы наоборот, Ничего, да. наоборот скатились даже. Да. Почему так? То есть в Авангар вы бомбите всех, вы жестко играете, да, приходите в Virtus.pro, это только из-за того, что там нет со стороны какой-то поддержки дополнительной, или что-то произошло, может быть, расслабили булки пацаны, получили больше зарплаты, чё нахрен не так стало? Я думаю, что все в совокупности, знаешь, вот это вот быстрая, резкая слава, все очень быстро произошло, и в какой-то момент я почувствовал, что действительно мы начинаем расклеиваться, как мы много тренировались, продолжали, но что-то мы начали очень много, мне кажется, думать, что теперь про нас все знают, нам нужно менять игру, нам нужно менять стиль игры, все знают, как мы играем, и мы, я думаю, что сами себя загнали в угол. Ну и тогда нужен был нам хороший такой пин под зад. Вот, допустим, в Авангаре был такой Юнгун, когда что-то случалось в команде, там кто-то начинал, ну, там, если пацаны начали расслабляться, то сюда мог прийти Юнгун, дать пин под зад и сказать: пацаны, вы что, офигели? И все быстренько собирались и начинали дальше. То в Virtus.pro такого, я не знаю, по-моему, такого не было. Есть в этом отличие. И то же самое, что и мы выиграли, там начали, знаешь, какое-то появилось расслабление. Как-то мы начали относиться к другим командам немножко по-другому. Знаешь, смотреть на них свысока. Хотя это очень сильные команды были, все, с кем мы играли. В какой-то момент такое настало, что я прям видел, что мы действительно на них смотрим свысока и думали, что каждая команда, кроме Астральца, это просто полное говно. Вот так вот, да, вот так вот это работа, да, то есть когда вы пришли в финал, то есть сразу как бы... Да, ну, то есть, ты приходишь в финал, ты говоришь, да, все команды это ложки, то мы, типа, всех воткнем сейчас. Вот так оно и есть, ну, то есть, это могло и тоже погубить в совокупности. Подожди, вы когда заняли второе место на мейджоре, вы какое, получается, в рейтинге место занимали в мире? Там что-то 5-е, что ли, потом мы выиграли Blast, и тогда мы перешли до топ-2 или топ-3. Сильно, а потом вы скатились, по-моему, в топ-20, там вообще что-то, да? Ну, там, да, можно уже, мы там колобком вниз. Жесть просто, да, то есть, а прикинь, Virtus.pro, да, покупают за немерено денег команду, и просто команда играла на финале, да, то есть. Как происходило, ну, как бы, вообще решение в команде, что нужно выбирать именно тебя, как тебе это сообщили, то есть, как это все было? В какой-то момент было, что я сам хотел уйти, ну, взять такой, знаешь, взять перерыв, потом ушел бустер. Я тоже хотел уйти, мне сказали, что сейчас пока нельзя уходить, потому что у нас были РМРы. Я говорю, ну ладно, типа, давайте продолжим играть. Продолжал дальше играть, но у меня было вообще там, не было ни желания играть на тот момент, это я сильно так устал, типа, морально-психологически. В какой-то момент ко мне подошел Серега, Сергей Гламазда, который CEO Virtus.pro, он подошел, сказал, ну, все-таки давай, типа, бустер возвращается,
ты типа уходишь на этот инактив. Я говорю, ну, если я говорю, ну, разрываем контракт, так сказать. Я сказал, ну да, не проблема. Вообще я перенес это, знаешь, для меня было тоже своего рода как облегчение, потому что я отошел от этого всего, потому что я хотел уйти, типа, и вот оно так у нас случилось. То есть случилось то, что должно было случиться. Когда купили Киндера, ты еще был в команде? Да, я Какое-то с ним играл время. вместе. Да. Что скажешь вообще? О, Марик, он очень крутой игрок, я очень приятно был удивлен. Ты хорошо игрока воспитал, правда, не научил, как его против Эко играть. Скажи, Зевс, своему игроку, откуда его могут убить на форсе или на эко? Да нет, я шучу. Не, на самом деле Марик очень крутой молодой игрок. Он, когда он пришел, он такой стал инициативный, он очень много давал информацию, он был такой уверенный в себе, он привнес какой-то драйв. Ну, такой маленький думаю, злодей, да? Он такой сидит. Да, такой, такой, блядь, знаешь, злодей такой, да. И видно, что он таким с характером. Я думаю, ну, это, я думаю, хороший игрок, потому что действительно это игрок про уровня. То есть тир-1 игрока, как я вижу вообще игроков, в нем нету там аспектов, которые нужно работать над собой, над всеми аспектами, да, допустим, у него были все. То есть не было такого, что он хорошо стреляет, но он плохо говорит инфу. То есть у него были все аспекты игровые. Сейчас следишь за Virtus.pro и вообще как они тебе там симпатизируют? Поменяли ли они свой стиль после тебя игры? Они все-таки сейчас там топ-5 мира, да, по-моему? То есть они... Вообще, я со всеми еще хорошо общаюсь, с ребятами. Мы там до сих пор созваниваемся. Мы должны были сегодня что-то встретиться вроде, если у них там игры не было. Вообще, да, слежу за ними, смотрел их игры, там где-то что-то поменялось, но так глобально, чтобы стиль игры особо не поменялся. Очень, то есть, импонирует игра. Я понимаю, что у них происходит, я даже понимаю иногда, какая у них информация идет. Мне нравится, что команда работает над собой постоянно. Поэтому они сейчас топ-5 мира. То есть, как мы там сидим в одном тимспике с ними, там, и мы, и они там, в разных комнатах. Я вижу часто, они там сидят там, до 2-3 часов ночи и обсуждают после поражения. Ну, то есть это Разбирают, говорит да, о многом. Да, это говорит о многом, что команда действительно прогрессирует, она хочет прогрессировать, она хочет выигрывать. Не, ну топ-5 Это мира, круто. мне кажется, сейчас это типа ну, неплохой результат. Ну, достойный да. вообще как бы. Это достойный результат, да. И у них есть шансы все в будущем стать там... Конечно, топ-2, там игроки, точно, там, топ-3. сколько там, максималка это 21 год, 51. 21 год, по-моему, Джейм или кто там самый старший. Вот. Я думаю, вообще потенциал там через год-два находиться в топ-3 мира стабильно, если они будут продолжать так же работать. То есть, получается, ты играл в Гамбит и оттуда пошел в Face Clan. Да, Ага. Ладно, давай поговорим про Гамбит. давай. Да, не, уже состав, который, то есть мы потом как бы в прошлое вернемся, уже состав, который Да. без меня, то есть когда вот. Там, на самом деле, у нас много игроков менялось. У нас был и Сейзет, у нас был и Фич, у нас был еще и Мир. Да, смотри, когда вы убрали, получается, меня, опять сейчас будет расследование, почему кикнули Зевса, кто кикнул Зевса, там все пишут. Почему вообще не сложилось? То есть вы же тоже как бы боролись вначале неплохо. Все было, ну вы выглядели очень мощно. Я даже не ожидал, что вы так будете играть, честно, мое мнение. То есть вы реально как бы очень круто играли. Мне было искренне обидно то, что, получается, мы натренировали такую жесткую форму, и просто из-за какой-то человеческой хрени, знаешь, из-за каких-то амбиций, из-за какого-то дебилизма просто развалили такую крутую команду. Мы могли просто остаться и в течение года просто быть топ-1 и все выигрывать, как говорится, собирать сливки, как бы мы это заслужили, да, то есть мы столько проделали работы. И вместо этого я попадаю в Нави, в котором реально я прихожу и охреневаю с того, что в команде просто как бы нет игры по факту. С того, что как начал играть Сейзет, я просто охренел, реально. Мало того, что он нервный стал очень, но он еще реально просто от того игрока, который был в Нави там 10 месяцев назад, и тот, который он стал, ну это просто два разных человека и игрока. Как бы нервный Симпл, ну и вообще было очень тяжело как бы. А у меня, знаешь, у меня после нашего года совместных там тренировок с утра до вечера, да, у меня просто сил вообще не было. То есть реально, я прихожу в Нави, и все пишут, да, сейчас Зевс типа придет, как бы забьет хер, и как бы нахер он в Нави нужен, ему уже там как бы это ничего не надо. И я ж, блин, на характере, с последних сил начинаю тренироваться. И первые полгода мы просто все проигрываем. Ну и уже когда взяли Элика, как бы хоть как-то там, ну, начали как бы, ну вообще это было вообще пипец, как бы тяжело, честно. Я представляю. И, не знаю, через не могу это все проходилось. Какие у вас были ощущения в команде? То есть как вы чувствовали в тот момент себя? Ну, мы чувствовали, во-первых, там
была какая-то ну, то есть непонятка, был вопрос капитана, кто же будет капитанить. Ну, кто все время был, типа, он и там оставался до последнего дня, пока мы там все не разошлись. Вопрос был капитаном, кто будет капитаном. Ну, логично было, что, наверное, что только я стану из всех игроков, ну это было логично. Но я сам особо прям не рвался в эту роль, потому что мне нравилось то, что я делал. Я находил, ну, я был такой, типа, чувствовал себя в самой лучшей форме. Братан, ты был лучшим игроком мейджора. Как бы. Да, то есть, я не находил, мне было комфортно в той позиции, на которой я находился. Ну, логически рассуждая, типа, мы приняли, ну, то есть, там понятно было, что первым кандидатом в капитаны, если мы не возьмем капитана другого, то буду я. Но там, конечно, начались свои проблемы. Свои фокусы, причуды, приколы. Но на самом деле у нас был такой период, знаешь, когда вот ты ушел, такая ситуация, что мы должны были тренироваться после победы еще больше, тем более с новым игроком. Но на деле получилось, что мы просто все перестали тренироваться. Хоббит мало играл, Дося играл мало, Рус играл тоже не так много, как он раньше играл, допустим. Я стал больше уделять время не своей игре, а больше командной игре. Там Фич вообще, он в своем мире тусовался. И в какой-то момент я говорю, пацаны, мы должны сейчас тренироваться больше, типа, чем тренировать вообще когда-либо. Потому что мы должны сейчас держать, типа, марку, мы должны быть лучшей командой. Все таки да, и продолжали заниматься тем, что затем занимались. И помню, у нас там разговор был через там, полгода, через год, я не помню, после всего этого. Я говорю, пацаны, почему мы тогда не тренировались так много? У нас же вот, типа, все было. Типа. Все думали, что они тренируются достаточно, чтобы... Ну, уже чемпионы мейджора. Да, достаточно, да. Ну, как бы, а нужно было. Я вот из-за этого сильно очень нервничал, потому что я требовал, чтобы мы играли еще больше. Я там спал по 4 часа, там, уделял своей игре. То есть я продолжал играть, дневную норму выполнял как игрока, и еще и пытался сверху, как капитан, выполнять норму капитана. И тогда у меня немножечко сдвиг в голове произошел. Ну, такая ноша капитана, потому что, чтобы как бы с нынешними там лучшими игроками хоть как-то конкурировать, хоть а не сидеть там на дне полном, надо выполнять все, что капитан делает, еще и индивидуально постоянно тренироваться. Да. Ну, это как Но бы... я для себя слишком много делал на себя, потому что я действительно хотел держать марку лучшего игрока и плюс взять капитанство на себя. Но это слишком большая ноша. Нужно было чем-то жертвовать. Но я тогда не хотел жертвовать именно своим скиллом личным. Но и не хотел, чтобы команда проседала именно тактически. Почему вы начали капитанов постоянно менять? Я просто орал постоянно, потому что мы сидим. Я что не захожу на ХЛТВ там раз в 2 недели, раз в месяц, я не знаю, там постоянно новость о Гамбита, только одна. У них новый капитан. Там все были у вас, да, капитаны? Да, Дося, Хоббит, ты, кто еще? Моу был? Нет, Дося был. Нет, Дося, Хоббит, ты точно были. Мы еще был... Сейзет был. Сейзет был, да. Вот. И, кстати, вот по поводу капитанов и почему вы убрали Сейзета. Вот честно, для меня это было самое странное решение, потому что Сейзет хорошо вписался в команду. Я не знаю, что у вас было внутри, но вы реально стали выглядеть очень быстро, неплохо. Он был заряжен, он после Нави как бы перезагрузился, да, успокоился, так казалось, по крайней мере, и начал выстраивать вам какую-то неплохую игру. И вы реально неплохо смотрелись, реально. То есть вам бы еще чуть-чуть поработать, но вы не дали ему шанс. Вы его просто сразу сбрили, блядь. Я просто вообще этого не понял. Нет, это как было так? такое, да. Чего? Я сейчас вспоминаю просто. У нас были, по-моему, какие-то терки внутри команды. С кем-то что-то не поделил. Я нормально к ним отношусь, типа, я с ними сейчас хорошо общаюсь. Но мы не сходились во взглядах, типа, во время игры, ну, то есть в игровом процессе самом, тактическом, может, какое-то построение игры. И в какой-то момент у них случился какой-то конфликт. Произошло так же быстро все, знаешь, типа, что-то бах, и Сейзеда нету, короче. Ты сейчас, как бы, да, там пришел в команду, да, ты капитан. Да. Вы там поставили цели, там, дистанцию год. Да. Дали бы там Сейзету там дистанцию там 4 месяца хотя бы, там 5. Вы же поиграли, по-моему, пару месяцев и сбрили его нахрен сразу. Поверь, там были просто, вот мы там 4 чувака, это были просто ужасные монстры. Я тебе говорю, кто не приходил, ему было вот тяжело справиться с этим давлением. Там действительно это такая, типа, была. Мы, ну, я говорю сейчас, я просто понимаю, мы, наверное, жрали игрока просто. Ну, зазвездились, знаешь? Получается, да? Как-то, ну, это не больше зазвездились, да, не то, что зазвездились. В какой-то момент я понимал, что, да, мы не давали особо там шанс, нашу дистанцию какую-то игроку, там, что-то в этом роде, но мы требовали от него многого. И мы не давали ему даже шанса раскрыться, знаешь, прийти, вот, знаешь, показать свой потенциал. У нас были сразу требования к игроку, ты должен быть, типа, жестким.
Я думаю, что игроки после этого они тупо не выдерживали такого давления. Когда ты приходишь к команде, которая была, знаешь, типа, показывали результат, ты должен сразу стать жестким, прям нереально жестким, сразу влиться в команду, типа, понимать все тактики, понимать всю структуру игры. И, ну, это сложно. Это, Ты я должен понимаю быть сейчас. жестким, а мы будем как бы поменьше тренироваться, ну ничего страшного. А ты будешь только жестким, да? То есть так как бы. Ну, типа того. Ну, я слышал даже, что когда у вас был Фич, он же ж реально смотрелся неплохо в начале. И он реально Да. был неплохой стрелок. Ну, я слышал, что вы там, ему там кто-то говорил с командой, что там, что ты там рассказываешь, мы там вообще там чемпионы мажора, там, покажи Не, нормальную не, игру. То есть, как бы. Не, такого не было. Мы говорили о другом. Мы говорили, что чтобы добиться до чемпионства, тебе нужно тренироваться много. У Фича была проблема, что он думал, что он много тренируется. На самом деле ему нужно было прикладывать еще больше усилий, ему нужно было прям работать над собой очень много. Но у нас не было того человека, кто бы с ним мог, знаешь, поговорить, настроить на этот лад, там, сказать ему, что нужно тренироваться много. Мы говорили, что нужно тренироваться, но особо им не занимались, типа. Но я считал, что это дело любого молодого игрока, который приходит в команду. Тем более приходит в команду типа чемпионов, он должен гореть, он должен прям выкладываться еще больше всех, чтобы показать уровень. Ну, а что, А на Фич деле не был заряжен или что? Он вроде как Он со был, стороны- он был заряжен, но он не тренировался так много, как сколько нужно было. Сколько ему надо было тренироваться? Ну, больше, чем мы. Ну, сразу, вообще мало тренировались. Ну, знаешь, там. там, знаешь, дорабатывать после праков, там, смотреть игры, смотреть демки, анализировать свои ошибки, тренировать стрельбу. Надо было его научить как-то, что так надо так делать. Не Ну, все же так кто- знают, как бы там. Ну, да, вот я понимаю это сейчас, что надо бы научить его все-таки, там, дать подзатыльник, сказать, слышь, мы его оставили в свободном плавании, в свободном течении, и вот так он и уплыл. Как принималось решение вообще убрать Сезида? Ну, понятно, что вы там Фича там собрали, все, он не дотягивает, убираем, там еще что-то. Как Сезида вы решили убрать? Кто-то сказал, говорит, надо убирать Сезида, и все такие, да, надо. И я, честно, я плохо помню, я помню, что я сказал, ну, я говорю, я не против, можем убрать его, можем оставить, типа, я не против. Это такое решение было. Меня другое беспокоило. Я очень сильно начал заморачиваться по поводу командной игры, что мы так, значит, то есть у нас пошли такие американские горки, то мы там, не знаю, мы там играли, то в какой-то момент мы вообще можем сосать жестко, то в какой-то момент мы можем обыграть там Liquid и выйти там, в полуфинал против вас, играть на DreamHack. И у меня там начались расклады с банком, там банк начал рушиться, знаешь, там бабки, которые все были в банке, они начали, у меня вообще волновало другое. То есть все, что происходило тогда я в команде, я... расскажи, а что было, я вообще не знаю. У меня был банк, назывался Банк Астаны. Достаточно хороший банк был раньше. И в какой-то момент объявили, что он банкрот, и он будет, скорее всего, его будут убирать, он не будет существовать. А там лежали все деньги с мейджеров, со стикеров, там было очень много. Сколько? Сумма? Там больше 100 тысяч было лежало. Баксов, да? Да, и я типа говорю, как, типа, да, а мы играем с вами, типа, полуфинал DreamHack в Марселе, помнишь? Был Да, такой? конечно. Я сижу на этом чемпе и думаю, все, я поеду сейчас в Казахстан после чемпа этого, быстро типа, выгружу эти деньги, там что-нибудь куплю себе. Там, Срочно. Не знаю. Да, и не точно срочно, а вот просто такая была, ну, у меня так сидела внутри, я думал, все, я уже купил себе Не, ну билеты. сотка горит, как бы понятно, не очень приятно. Да, билеты, короче. И я такой в какой-то момент сижу и смотрю по новостям, мне скидывают ссылку, говорят, что типа, наш президент сказал, что этот банк банкрот, ну, типа, он плохо себя типа, ведет. И мне сразу следом пишут, говорит, чувак, говорит, если есть бабки, говорит, выводи оттуда срочно. А я сижу в Марселе, конкретно мы играем групповой этап, у нас еще идет все неплохо, знаешь, типа, ладно, там, если мы проиграли бы быстро, я мог билеты сразу Все свалить, типа, неплохо, ну. а ты уже ногой в Казахстане, да? Да, я такой, знаешь, типа, и понимаю, что сейчас будет полная жопа, я такой думаю, блин, а что делать? И мы еще выигрываем там Liquid, дальше продолжаем с вами, еще боремся. Через там 5 дней я вижу новость, что банк вывел ограничение, типа, на вывод. $3000 в день ты можешь выводить. Я думаю, ну все, приехали. Начинаю узнавать там людей, как раз во время турнира, там, что, как, они говорят, если сейчас объявят, ну, типа, говорят, там, типа, его спасут, этот банк, на самом деле, нифига. В конечном итоге сказали так, что если ты сейчас не найдешь способ, как вывести эти бабки, то ты из 100 тысяч примерно заберешь только 15. Охренеть. Ну и чем И- закончилось? Но все сложилось куда лучше, чем могло сложиться. То есть дали больше Скажем или так. что? Нет. Ну, то есть Ну, бабки... я потерял там какие-то деньги, но основную часть я все-таки смог получить. Вот. И в тот момент, знаешь, типа, у меня вообще мыслить было не по игре, у меня там такие, типа, нерваки начались, там, я начал очень сильно переживать за это, начал искать там
возможности, выходы и прочее, прочее. И все, что происходило в команде на тот момент, я, знаешь, типа вот так, типа делать пофигу, там, знаешь, кто что, пришел, ушел, это меня особо не волновало. Бабки. Ну, то есть, ну, понятно, что это не так было, что я там, знаешь, ушел там, на год, и меня там год нет. Но это был такой период, там, месяц-полтора, где мне нужно было именно заниматься именно этими делами, потому что, по сути, это были... Обстоятельства. Ну да, да, обстоятельства часто, конечно, могут. Поэтому я особо, честно говоря, тот период очень, очень плохо помню, потому что у меня было вообще в голове другое. Мне тоже, конечно, обидно было, потому что именно когда мы ушли с Гамбит, потому что, получается, когда мы были в Нави, я был, когда меня еще не выгнали, да, мы реально были там топ-2, топ-3 мира, у нас были все инвайты, все было круто, и тут я прихожу в Гамбит, нет инвайтов, нет ни хера, есть какой-то там второй дивизион там в лиге, да. Есть слот на мейджор был. Был слот на мейджор, это было, кстати, Да. неплохо, да. И вот конец, мы выиграем мейджор, подписываются контракты, потому что приходит МТС в Гамбит, они выкупают основную долю за много денег, я знаю, за очень много денег. Причем они покупают приоритетно именно организацию, в которой есть команда ПКС и чемпионы мейджора. И покупают это за очень много денег. Подписывают. У команды есть все инвайты, у команды есть, получается, зарплата просто, ну, реально хорошая, да, то есть мы выбили тогда хорошие условия. Как себя чувствовали МТС, когда они видели, что команда просто, ту команду, которую они купили, ее сейчас вообще не стало, ту команду, когда они собрали Янг, да, то есть молодых игроков, она сейчас как бы мейн состав. Они вообще что-то вам говорили, было ли какое-то давление? Нет. Вообще Честно, похер. я не испытывал вообще ничего, такого давления или что, там, Костя все понимал, какие расклады происходят в команде. Я, честно, мне самому было интересно, каково вообще ощущение там МТС, когда такое происходит. Я не знаю, честно, меня тогда это, наверное, меньше всего волновало. Меня больше волновала наша игра. Почему мы так начали типа, плохо играть. И я продолжал, я думал, что я начинаю тренироваться мало, я начинал больше тренироваться. Типа, я начинал больше там, я уже не знаю, знаешь, там были такие периоды. Уже по 22 часа тренировался. Я серьезно, были такие моменты, когда я думал, что я действительно мало тренируюсь, и это дело в моих тренировках, типа, что я плохо играю. Я даже играл в те же шары, там, знаешь, ботов убивал. Я ботов убивал 2 раза быстрее, чем раньше убивал. Там. Я шары набивал больше, чем я набивал раньше. Типа, у меня вот этот часы поставлены на игру, я тренировался больше, но играл я хуже. И в какой-то момент у меня в голове такой даже диссонанс, еще думаю, думаю, я не понимаю, почему, типа, что за фигня, типа, ты тренируешься много, а играешь все равно плохо. А я там тренируюсь, уже просто такой, а там бац, на экране Кейн такой мигнул. Привет! И тем самым поставили себя в очень шаткое положение. Типа, что со мной, да? То есть там реально до этого доходило, что я такой думал, блин, и знаешь, у меня в голове какой-то краш произошел, такой думаю, что что-то не то. Тебе не кажется, что выгонять тренера команде, которая выиграла чемпионат мира, это в принципе как бы, ну вообще неправильно? Не, я слышал там какие-то такие истории, когда там кто-то там дотеры, по-моему, выигрывали там чемпионат, или кто-то у них уходил, либо они выгоняли. Ну, то есть бывали такие случаи, но там International там, или там Major, я не знаю. Но в целом, как бы я там думаю, ну блин, ну это ж пипец. То есть команда, особенно тренера, какой он бы он ни был, ну это ж, блин, чувак, который реально, ну, что-то он по-любому делал, чтобы команда так играла. Тем более вы понимали, что могу уйти я, да, то есть за ним. Ну такой шанс был, вы это осознавали. То есть вы теряете сразу 2 людей. Плюс я вас, блин, реально, ну я просил, как бы, да, когда вот вы были на свадьбе после мейджора, мы не прилетели почему-то там. Я тоже... Интересно, почему? Ну, честно, вообще это не было связано с каким-то там негативом. Ну, просто мы там что-то загуляли, как бы тоже тусили, там, не знаю, ну как-то вот не прилетели. Как бы я вообще тогда охренел, честно, когда эта история начала раздуваться, да, то есть как бы я пытался как-то всех успокоить, я говорю, ребят, успокойтесь, давайте хотя бы какой-то шанс дадим, давайте поиграем, зачем это делать? Как бы, не, чувак, успокойся, типа, мы решили, как бы, да. Вообще, почему так на принцип пошли? Вот реально. Блин, хороший вопрос. Мне то, что не принцип, не знаю, может в какой-то момент мы реально подумали, что устали от него. Ну, это, знаешь, допустим, я, может быть, понимаю, что он помогал тебе, больше построения игры там и прочее, но
на тот момент, как индивидуально, как игрок, я никоим образом не ощущал его причастность к моей игре в плане индивидуально. То есть как тренер он там много чего не знал. И, ну, я говорю, что на тот момент. Возможно, я понимаю, что если был бы у меня такой же тренер, как Кейн рядом, допустим, который мне помогал, неважно, он может даже отношения не иметь вообще к команде, он может не знать раскидок, он может ничего не знать, то, возможно, это мне помогало бы именно с построением игры, там, как-то. В тот момент, как индивидуально, как игрок, я никоим образом, я вообще не понимал, что он вообще в команде делал. Знаешь, типа, блин, я видел, что Миша тупо приезжал, там, что-то, короче, ходил по дому, там, что-то кушал. Ну, у меня такое было к нему. Ну, он хороший, типа, хороший был чувак, не знаю, там, друг, но такой товарищ. Давай начнем с того, что он был фанатом игры. Он реально проводил времени, я не знаю, видел ты это или нет, я это четко видел. Он проводил времени в Counter-Strike не меньше, чем мы. Он смотрел кучу демок, он всегда анализировал, он был аналитиком сильным. Карты все, когда мы черкали, мы часто с ним долго дискуссировали, обсуждали, да, то есть как бы какую карту взять. Я помню, очень долго мы решали, какую карту напикать с Астралис. Я почему-то тогда сказал, надо играть Нюк, третий оставлять в полуфинале. И мы уже вечером с ним утвердили Нюк, и он что-то с утра приходит, такой, чувак, я подумал, нам нужно играть Трейн третьим, потому что у нас больше опыта, как бы. И он оказался прав. Кейн реально, блин, жил КСом. Это же очень важно. Сейчас ты вот сам как капитан, ты знаешь, что сейчас уже давно такой Counter-Strike, да, что ты посмотришь 10 демок и найдешь какую-то там одну-две фишки. Сейчас уже все знают, да, Ну, то да, есть как бы да. сейчас уже там тяжело кого удивить. Вот Кейн этим и занимался. Он сидел, все изучал, приходил там ко мне. Он бывало и к вам приходил, да, говорил, чувак, там попробуй там вот эту комбинацию, там попробуй там вот такую фишку. То есть какую-то, он пересматривал просто десятки, сотни демок каждый день. И мы реально с ним очень много обсуждали Counter-Strike. И мне вот было за это еще очень обидно. Реально, что чувак... А ему, знаешь, как было обидно? Он реально плакал в какой-то момент. Ему реально было больно, то, что он, блядь, думает, блядь, что это за жизнь гребаная. Я, блин, столько всего отдал, реально сделал, старался. Да, там, я не идеален, но мы все не идеальны. Знаешь, там, если бы как бы... искать, как бы, знаешь, какие-то там расклады в каждом, то можно каждого всегда как бы доебаться и кикнуть. Как бы у меня были сомнения, уходить или нет, но, наверное, я ушел частично из-за принципа. То есть такие типа, я говорю, чуваки, успокойтесь. Что с тобой, Вася, ты что гонишь? Все, харе, давайте там погнали и все там, все давайте. Нет, мы так решили. Смотри, какую хуйню, а? Петушара вонючая. Ну, как бы, знаешь, вот этот принцип, как бы он был сраным. Ну да, может быть, на тот момент это было неправильным решением. Необдуманно вспыльчивым решением, но, знаешь, что было, то случилось. Ну, понятно, что как бы Да. сидеть там... Как бы уже, нам надо открыть с Кейном потом пивасика и сказать, ну, сори, Мишаня. Да, уже, понимаешь, время лечит, все прошло уже. Как Да, бы, конечно, уже я понимаю, но в похрен. любом случае, знаешь, все Тут больше даже, знаешь, не ссори, тут просто, знаешь, это когда там есть возможность просто реально войти в историю, не как только команда, которая выиграла мейджор, а там реально там закрепиться, мы могли быть командой, которая была там топ-1 на дистанции долго. И все было бы, слава, деньги. Ну, мы это заслужили, мы столько тренировались, да, мы сейчас об этом поговорим. Но, блин, ладно, короче, обидно. Ну ладно, да, как бы. Смотри, я знаю, что ты много делал разных фишек, да, для того, чтобы стать лучшим игроком на мейджоре. Вот расскажи сейчас людям, то есть как стать МВП мейджора, как выиграть мейджор. Да, тут, блин, тут прям большой спектр всего нужно делать. Вообще, на самом деле, нужно, помимо того, что тренируешься, нужно постоянно думать об этом, визуализировать. У меня на экране в заставке типа был кубок мейджора, у меня было на телефоне MVP и кубок. Потому что типа, открываю типа вот этот wallpaper, и там у меня кубок, на заставке кубок. У меня будильник был. Типа, я тебе скажу, у меня там не написано, потому что был скриншот, короче, там был подъем в 10, в 11, типа, вставай, ленивая жопа, и второе, это было мейджор не ждет. У меня было 2 будильника, которые, и я каждый день это видел, каждый день я представлял. Я сильно работал в ментальном плане. Я очень много читал книг психологии игрока, читал книгу Фелпса тоже, которая мне очень сильно помогла, это именно Боба Боумана, которая про Фелпса, да.
Это да, было. Также мне очень брат посоветовал хорошую книгу аутотренировки, где ты дышишь перед играми. Неважно, постоянно я дышал, глубокий вдох, выдох, наши тренировки там по 10-15 минут. А к чему это привело в конечном итоге? То, что я мог восстановить свою нервную систему. То есть какой-то матч там нервозный, или там что-то я злюсь или там переживаю, я мог просто подышать там 2-3 минуты, и я успокаивался, приходил в норму и мог играть хладнокровно, спокойно. И, конечно же, там очень много тренировок. Я ментально себя настраивал там на, как писалось в книге Фелпс, ты должен выполнять сверхработу. То есть то, что ты думаешь, что ты можешь, там, допустим, достаточно тебе будет сделать 2000 ботов, я себе ставил целых 3000 ботов. Там, посмотреть 3 демки мне будет много и достаточно, я ставил себе 5 демок. То есть ты всегда ставил себе сверхзадачи, чтобы выполнять. Это был такой хороший пример, когда Боб Боуман рассказал про Майкла Фелпса, там, я не помню, сколько там он должен был проплыть. Пример, он должен был проплыть за 28 или 29 секунд, чтобы стать олимпийским чемпионом. И ему Боб Боуман приходит и говорит: Фелпс, ты должен проплыть эту дистанцию 26 секунд, иначе ты, говорит, прососешь. И он начинает тренироваться, он тренируется 3 месяца, он тренируется. Сколько он ему сказал? 26 секунд. То есть, а ему достаточно, он понимал, что 29, все, это никто не проплывет за 29. И Фелпс тренируется, и в какой-то момент он проплывает за там 27, что ли, там, типа, знаешь, такое там, за 26 и 8. И он говорит, все, я, говорит, не знаю, что делать, я, говорит, не могу 26, наверное, я прососу, короче. А тренер, говорит, ну он уже понял, говорит, все, это сверх, это, ну, то есть это нереально, ни один человек не может так сделать. Это, говорит, заключается сверхзадача. Понимаешь, тебе достаточно, ему достаточно было 29 проплыть. Он когда приехал, он вообще именно в этом аспекте, он без шансов там всех. Расскажи, кто такой Фелпс для наших зрителей, просто многие же не знают. Да, Майкл Фелпс — это олимпийский чемпион, 3-8-кратный, там, не знаю, у него там 20 с чем-то золотых медалей, человек, который выиграл 8 золотых медалей из 8 возможных. То есть он вообще прошел эту игру плавания, он выиграл это в индивидуальном зачете, он выигрывал и в командном зачете. Это человек единственный, наверное, на моей памяти, который на своей первой Олимпиаде он занял 2 серебряные и 6 золотых, приехал на следующий, через 4 года взял 8 золотых. После этого у него пошел сильный спад именно психически, он начал там бухать много, он попал в аварию, попал в клинику на 3-4 месяца, восстанавливался от наркомании, там, не знаю, чего там, от алкоголизма. И в конечном итоге он приезжает обратно в зал и говорит, ну, он думал, что он больше не будет плыть. И в какой-то момент он приходит и говорит, я хочу, типа, приходит тренер, он говорит, ну давай, говорит, ты понимаешь, что нужно, у тебя осталось всего там, типа, 2 года или там 2,5 года, чтобы стать чемпионом, олимпийским чемпионом. Он говорит, я это все сделаю. Начинает тренироваться, приезжать и обратно берет 6 золотых, то, по-моему, и опять 2 серебряных. Но тогда я подумал, что этот человек, он сверхчеловек. Помнишь, мы это обсуждали с тобой, я просто хорошо помню этот период, когда ты читал эту книгу. Это было, по-моему, где-то месяца за 3 до мейджора, да, примерно? Это было чуть, да, примерно так, где-то так. Мы еще отыграли один мейджор, почти под этим воздействием я играл, знаешь, под фелпсовским настроем. Ты пришел, по-моему, ты сказал, что этот чувак, Фелпс, как книга, кстати, называется, помнишь? «Золотые правила Боба Боумана». Я ее кому-то отдал из наших пацанов, так я ее больше не увидел. Я хотел ее перечитать, и я так больше и куда-то она, короче, пропала. Ну, закажи в интернете. То есть это был чувак, который приезжал на Олимпиаду, и там были разные заплывы, да, то есть там был на 100 метров, на сколько-то еще да, там, да. Разные стили. Разные стили, разное время там надо плыть, как бы, да. все такое. И он, блядь, во всех стилях, то есть он один отплыл, пошел в другой заплыв, из разной команды, да, и он везде побеждал, блин. Да? Везде побеждал, да, и он был, везде ставил рекорды мировые, там, то есть ему было вообще пофигу. У него был такой период, когда он плавал в каком-то чемпионате, он, помню, рассказывал, и он сильно тренировался, и какой-то вечеринке, не вечеринка, просто сходка была этих всех пловцов, и какая-то женщина, аналитик, подошла и говорит, да ты же, говорит, типа, Фелпс, ты же баттерфляем не умеешь плавать. Ты не сможешь проплыть на чемпионское время, типа, ты не сможешь рекорд побить. И он тренировался, там, он правильно пытался плыть, 4 месяца посвятил баттерфляю. В конечном итоге он приезжает на какой-то турнир, он плывет, он поставит мировой рекорд, короче. И тренер, я смотрю на него, он такой, знаешь, типа, снимает очки, так он не радуется, он такой по сторонам оглядывается, типа, он понимает, что что-то не то, подбегает к Майклу, говорит, Майкл, что случилось? Он говорит, Боб, а где, говорит, та женщина, которая сказала, что я не проплыву, говорит, баттерфляем, говорит, за такое время? Я хочу ей в глаза посмотреть. То есть чувака не волновало, что он выиграл чемпионат, там, золотую медаль, еще такое. Ему интересовала где-то женщина, которая ему сказала, что он не сможет. Это тоже очень сильное отличие характера человека, что идет к результату, когда ему что-то сказали. Так же, как и Майкл Джордан. Да, я помню, что у нас
была жесткая подготовка месяца там за 3-4 перед мейджором, да, то есть, когда мы еще в доме тренировались, не в квартире, понял, который новый дом, а в том еще старом, на отбойнике. Мы поставили такие правила, да, что у нас есть тренировка, по-моему, с часу или с двух, там вначале там психология, да, там тактика, разбор, потом мы играли праки, 5-6 мы играли, потом мы отдыхали, делали анализ тренировок, да, какой-то, и потом мы поставили себе правило тренироваться еще 3 ФПЛ, 3 микса. Да. И это было очень тяжело, 3. Да. А ты поставил, да, по Фелпсу 5. То есть я уже после 3 уходил мертвым. То есть я уже третий, я говорю, ребята, заведите меня на сервер, я уже не могу. Но мне, знаешь, мне в тот момент как-то, даже там, на 2 года я там старше вас, да, то есть как-то немного все равно сказывалось. А ты сидел 5. Это было очень сильно. Во-первых, это как бы показывало команде, да, что есть чувак, у которого есть цель. Ты говорил о Counter-Strike, ты говорил о Фелпсе, ты говорил о сверхвозможности. Я помню, ты пришел и говорил, тренер заставлял Фелпса плыть тогда, когда тот уже тонул. То есть у того уже не было сил, он тонул, а тренер говорил, плыви, у тебя сейчас откроются сверхспособности. На второе дыхание, да, у тебя откроется второе дыхание, третье дыхание, четвертое, там неважно. Да, и оно как-то открывалось, и он как-то дальше все равно продолжал плыть. херачил, да. И вот, блядь, это сработало, это сильно, чувак, это пипец, это круто, Да, блядь. Мало того, что выиграть мейджор, получить МВП и раскрыть вот эти сверхспособности. Это пример всем молодым игрокам, да, всем, кто хочет стать чемпионом, лучшим игроком. Вот, ребята, нет ничего возможного. Я говорю, что я всегда говорил, достаточно захотеть этого и действительно верить в то, что ты делаешь. Это самое главное. Вера и желание — это прям все. Ты можешь, как я, ну там, не знаю, был момент, когда я мог тренироваться, я говорил, я тренировался еще больше, чем прежде. Но это не давало таких плодов, знаешь, типа, ну такие вот. Ну, действительно, может быть, я тренировался, но у меня не было конкретной цели, там, знаешь, выиграть какой-то мейджор на тот момент или выиграть MVP. Я тренировался, потому что я думал, что я плохо играю. Ну, типа, это тоже какой-то, знаешь, тоже нужно видеть конкретную цель. Ты должен перед собой поставить предмет какой-то и смотреть на него и думать, я хочу его получить. Что мне нужно получить, мне нужно дотянуться до него. Да, что вообще расскажешь про период Гамбит? Что такого ценного запомнилось, хорошего там? Я скажу, что в наш период мне запомнилось то, что у нас каждый следовал своей роли, и каждый совершенствовал свои роли. Я просто четко понимал, что там сяду я на роль там Абая или там сяду на роль Доси, я не сделаю ее так круто, как сделает он. И в тот момент они тоже понимали, что став на мою роль, они не сделают ее круче, чем я. Вот этот момент, типа наш командный, то есть я понимал, что любой, даже если я сяду на твою роль, на Русу роль, я не сделаю лучше, чем это делал каждый из нас своей. И каждый из нас, типа, очень сильно прогрессировал именно на своей роли. Вот это мне очень сильно запомнилось и понравилось, потому что во многих командах, знаешь, идет постоянная такая борьба, знаешь, да я бы здесь мог бы лучше. Там, у всех было, есть у многих игроков ощущение, что на какой-то позиции они могли бы лучше сделать. У меня такого ощущения не было. Я понимал, что у меня просто в команде каждый на своей позиции делает это настолько хорошо, что лучше я не смогу сделать. Это был одним из таких. Второе, это то, что мы были такие, знаешь, достаточно мы были тогда не молодые, были взрослые, мы понимали многие вещи, нам не требовалось там много разговоров. Были, конечно, прецеденты, когда нам нужно было разговаривать, но я понимаю, что были и моменты, когда нельзя было разуметь, но это такие. Очень много теплых моментов было, конечно, победы, не победы. Знаешь, было еще хорошо, что мы, несмотря даже на то, что мы в какой-то момент там ссорились, плохо играли, и в конечном итоге все это привело к тому, мы начали играть, все равно хорошо играли. Знаешь, в какой-то момент мы просто приходили на турнир и становились единым целым. Мы могли вообще, типа, не общаться, там, где-то кто-то с кем-то поругался, кто-то вообще, там, знаешь, кто-то вообще говорил, я не буду приходить на тренировки. Но когда приходил турнир, знаешь, как единое целое, все уже такие на друг друга смотрят, все улыбаются, все хорошо. Ничего этого не было. Ну, вот это было таким, наверное, это хороший показатель команды. Вот, ну, очень такого, то есть ни в одной команде пока еще не было. Именно вот такого единства, какой-то момент, когда мы могли собраться и стать сразу роботами на турнире. Ну, понимаешь, просто мы столько тренировались, реально, я считаю, что мы очень много работали. Это как бы и условия, то есть мы жили, кто не знает, под Киевом, за Киевом, да, там, где-то, короче, выходишь, у нас дом такой, да, еще помню, зима была, много снега, лес,
и идет трасса такая, отбойник, и вот ты выходишь, и вот туда надо идти полкилометра, ничего нету, туда, Да. то есть только такси вызывать, а таксисты постоянно нас не могли найти, потому что они путались, там, как найти, мы оттуда не могли выехать долгое время. Да, ты просто понимали, вот вы едете, да, вот по трассе, вот все, лес, и есть справа отбойник, в нем дырка в отбойнике. Не заезд, а просто дырка в отбойнике. И Там такой где-то, спуск, там в глуши наш дом, да? да, в глуши, и там просто стоит дом. Я реально думал, когда я оставался там один, когда вы все уезжали, я думал, что там типа кто-то меня там зайдет в дом, меня там зарежут, не знаю, и никто не услышит, что там все случилось. Кошмар. Ну, типа, мне было страшно, да, там какие-то моменты оставаться, потому что я слышал звуки. Я помню, как ты пришел, сказал, ребят, я такой, с такой грустным лицом, такой, я просто хочу выйти из дома, пройтись и зайти в кафе. Я просто хочу выйти, зайти там, в парикмахерскую, а я не могу. Мне надо вызвать такси, он меня не может найти, а если находит, мне ехать надо. Пожалуйста. Да, это было такое время. Ну, зато, знаешь, в этом доме нужно было, все, что ты мог делать, это только тренироваться. Ну, мы жили Counter-Strike, мы поставили сразу себе какие-то такие цели, да, то есть мне нравилось, что все были заряжены, все хотели побеждать, и у всех было какое-то уважение ко мне, да, это было важно, у всех было уважение к себе и к своему времени, никто не хотел проебывать возможностей, и была, ну, какая-никакая у нас была дисциплина, да, то есть мы собирались, я там всех как-то подгонял с утра, там, днем, но мы садились и начинали четко там разбирать Процесс, игры, да. да, то есть там обсуждать что-то, да, потом там вечером мы там поставили проектор, я помню, и смотрели лучшие команды, то есть мы когда реально встречались там 115 команд мира, мы про любую команду знали все, потому что мы постоянно сидели и Да, смотрели да, все да. игры, это реально срабатывало, то есть мы понимали их фишки, игры, там все, что они делают, да. Но я считаю, что мы достойно всегда себя вели, то есть мы не переходили какие-то границы, там, не посылали, мы просто могли там как бы фыркнуть, там, ну, там, как-то там заморочиться, там, сидеть там, и меньше там давать инфы как-то или еще что-то, но в целом как бы мы не испортили наши отношения, когда приезжали на турнир, мы могли спокойно стать одним целым, о чем ты говоришь. Да, вот именно это был таким важным аспектом. Но мы прошли через многое, поэтому... Расскажи по поводу как бы FaZe Clan. FaZe Clan все-таки, во-первых, ожидал ли ты, что тебя туда позовут, какие еще поступали тебе предложения от других организаций? Поступали предложения от европейских, было предложение от Big, было предложение от, там, я не помню, китайские команды предлагали, американские, мне предлагали всякие... Были составы американские, несколько составов, которые хотя предлагали мне очень хорошие условия, переезд в LA, типа там вообще все круто, прям супер лакшери, знаешь. И я как-то задумался, думал, блин, я как-то не готов ехать туда, посвящать, и непонятно, посвящать себя полностью американской сцене, команде, то есть это совсем иное, там, гнаться за этими там, деньгами, и я как-то не захотел. И какой-то период я думал, что все, уже скоро будет мейджор. Я думаю, ладно, думаю, без команды, так без команды. Лучше я без команды сам потренируюсь, потом как-нибудь приму это решение. И буквально там, когда уже я отказался от всех вариантов возможных, мне пишет Нико в Твиттере, типа, чувак, ты за кого играешь? Ты же фри-агент? Я говорю, да. Не хочешь попробовать? Я говорю, только буду рад. Ты охренел? Ну, FaZe это же было круто. Тогда. Да, я был очень приятно так удивлен. Я такой думаю, нифига, думаю. Ну, типа, сначала он написал. Короче, когда он написал, я такой думаю, я такой, на секунду такой думаю, что, хочешь позвать команду? То есть я увидел, Ников пишет, хей, типа, WhatsApp, типа. Я думал, что он хочет написать мне, предложить команду, потом думаю, да нет, это, наверное, что-то другое, короче. И потом реально он когда написал, я такой, да ну нафиг, думаю, ну да. Типа, здесь вообще не было ноль сомнений, я думал, все, это точно, я туда иду и буду там. Ну, то есть, я хотел попробовать себя именно в этом составе, в этой команде. Вот. Был, да, приятно удивлен. Ну, то есть, и в какой-то момент, наверное, я думал, что я заслужил этого тоже. Не, ну было ты такое все-таки, как бы, ощущение. да. Скажи, ну, когда ты попал в команду, расскажи вообще про вашу жизнь, FaZe Clan, что там было, с точки зрения, там, как бы, другой менталитет, правильно? То есть у них же получается микс, то есть разный, там, кто съест. Разные страны, разный менталитет, разное вообще понимание наверное, окружающего мира. Куда ты попал? Что вообще? Как ты на все Ну, это? да, вот я, получается, там быстро созвонился с менеджером, мы там договорились о каких-то условиях, там было такое, Вопрос. Зарплата была Да. больше 10 тысяч долларов FaZe? Нет, потому что я отказался от подписания контракта. А почему? Был такой момент, когда я общался с менеджером, он сказал, говорит, мы сможем тобой подписать контракт,
у тебя будет зарплата, у тебя все будет, но если чуваки захотят тебя посадить на скамейку, ты будешь сидеть там эти 2 года, там сколько контракта, просто пока тебя не выкупят. В какой-то момент я думал, да ладно, подпишу тебе контракт. А что какая нет. сумма бояута? Да я не знаю, честно. Ну, то есть он мне предложил это, и потом, если я сказал бы, да, давай подпишем контракт, он мне предложил бы сам контракт. Но на тот момент я так сказал, давай я подумаю пару дней и скажу тебе точно. Пару дней я подумал и пришел к такому выводу, что команда лишилась капитана Керригана. Кто будет капитаном, там непонятно. И в какой-то момент я думал, что если они захотят заново взять капитана, то первым, кого они захотят убрать, это будет меня, новичка. Казах. Потому что, да. Ну, то есть, соответственно, я думал, что если возьмут капитана, то я буду сидеть на скамейке, да. И поэтому я сказал, нет, давайте я тогда так уж поиграю, потом посмотрим. Типа, сейчас мы поиграем какой-то период, если все будет хорошо, и, типа, и команда скажет стабильно, скажет, что все, мы тебя берем, не на проверку, а вот именно все хотим, тогда подпишу контракт. Вот. Ну, так оно сложилось. Мы начали тренироваться, начали онлайн, там познакомились. Было как-то тяжело вначале, потому что одна игра, это ты играешь в ФПЛ, когда ты там, знаешь, типа, ну, а другая игра, это когда ты играешь в команде, должен по-английски думать быстро, ты должен принимать решения быстро. И у меня начался brain lag. Из-за этого я, типа, быстро, часто терялся, знаешь, типа, если я мог играть в русском составе, там, в русском миксе, это неважно, если меня позвали в любую российскую команду, русскоговорящую, то я быстро адаптировался бы, и я бы не терялся в каких-то ситуациях. То Face Clan там первые 2-3 месяца я точно терялся вообще в игре, знаешь, типа, выбегаю на локацию, и там непонятно, знаешь, типа, что-то слева, справа, там, на какой-то позиции, а у меня тупо в голове как будто соперники везде. И я выбегал, знаешь, как полный нуб, там, смотрел на все позиции, и что-то не получалось. Потом начал потихоньку адаптироваться, начал играть много в ФПЛ, там, смотрел фильмы на английском языке, чтобы быстро раздупляться, там, думать на английском. И как-то вот по стечению времени вот помогло сильно именно буткемп. Когда мы начали буткемпиться, когда мы поехали в Америку, там мы играли турнир. Мы первый проиграли турнир сразу. Это мы проиграли, там, не помню, какой-то, по-моему, проиграли Стилу, Кусти, там вообще каким-то чувакам непонятным. Я видел пацанов, они тупо не понимают, что произошло. Он, знаешь, типа, как мы проиграли, типа, что такое. И кто-то из них говорит, да пофиг, говорит, мы сейчас поедем на E-лигу, там будут нормальные компы, будут нормальные условия. Я видел у всех в глазах, это было, знаешь, мы выиграем этот турнир. Я думал, ну все, я понимал, мы точно выиграем его. В чем ты понимал, турнир, который мы проиграли первый, это он находился в ночном клубе в Лос-Анджелесе. Мы играем там что-то полуфинал против этой команды, и снизу включается музыка. Мы играли на 2-м этаже, там ставили компы, и снизу включается музыка, и хозяин говорит, И стрип все, такой. говорит, типа, да, нет, хозяин говорит, все, говорит, типа, в 10 часов мы начинаем начинается этот ночной клуб. Мы такие, в смысле, типа, все организаторы говорят, в смысле, мы же договорились, типа, что, ну, говорит, ну, сори, вы сказали, что вы до 10 управитесь, а турнир, типа, задержался. И реально внизу началась долбежка, там музыка какая-то, короче. Какой призовой там был? Честно, не помню, там небольшой такой он был, мы поехали в LA, это чтобы вообще увидеться в офисе Face Clan, познакомиться со всеми Face Clan. Ну и заодно сыграть турнир решили, да? Да, заодно сыграть турнир. Ну, мы его благополучно пососали. Зато могли сразу потанцевать, выпить в клубе. Честно говоря, тогда такого желания вообще не было. Но мы поехали зато в Атланту, и там мы уже выиграли этот турнир. Вы выиграли E-лигу. Да, мы выиграли E-лигу. Но это было, знаешь, хорошим началом для команды. Да. Сколько вы, получается, ты проиграл примерно в фейсах? В общем, я играл где-то около полугода. Да, и получается, после E-лиги вы решили подписать контракт, или как? Нет, я не подписывал контракт после E-лиги. Я там спросил, типа, они говорят, давай, говорит, типа, отыграем мейджор, и после мейджора будем решать, что делать. А у нас мейджор должен был быть там через пару месяцев уже в Катовице. Нет, я сказал, я вообще не проблема, говорю, я нормально. Ну, деньги тебе После платили мейджора какие-то? решим. Конечно, конечно. А, платили то есть зарплата зарплату. была, да? Да, зарплата была, да, и получался Но перезвон. она была небольшая. Она была небольшая, она была в районе $5000. А если бы ты подписал контракт, она была бы больше, да, логично? по идее? Она была раза 3-4 больше. Мотивация как бы была хорошая, как бы, да? То Да, есть, ну, да, сильно, была да. мотивация хорошая, но я, знаешь, не гнался за этим, я гнался больше за победами и за тем, я понимал, что если мы будем выигрывать, и тогда и все будет. Ну и что в итоге, как пошло? Как вы тренировались к мейджору? Как ты вообще, ты там насмотрелся демок, выиграли турнир, да, то есть ты насмотрелся киношек на английском, начал думать лучше, да, да. то есть кто у вас капитан был? Я адаптировался. Ника, да? Нико, да. Ника был. Ника был капитан. Как он вообще как капитан? Что он вообще? Он играет круто, капитанит? Что расскажешь? Он играл круто, и он капитанил хорошо, но нам всегда не хватало, не знаю, каких-то
знаешь, этот состав крутой, он быстро адаптируется под любые ситуации в игре, там, не знаю, да, но у них не было элементарных вещей, там, скажем, даже просто открыть карту, название позиции, у них было, знаешь, это вот ты бежишь, это справа, а я говорю, а эта позиция, это тоже справа, а я говорю, а вот эта позиция, он говорит, ну это справа за углом, знаешь, типа у них все это как-то обобщалось, то есть если у нас называлась там одна позиция, угол, Детализации не было, 90, там, да, да, у них детализация, то есть как происходило. Мы могли играть турнир, кто-то сказал слева, и все посмотрели налево, а там наши понятия растяжимые. Тренировочный процесс был, знаешь, как типа мы собрались, но с одной стороны это понятно, почему там, допустим, никто мог нас собрать, всех сказать, типа вот мы будем делать такую тактику, ты кидаешь эту гранату, ты кидаешь то, и у нас это получалось там с одного, со второго раза. Никому не надо было объяснять, что кто-то продавливает, кто-то занимает какую-то позицию, там что-то, знаешь, как бывает в СНГ командах. Ты должен досконально всем объяснить. Чувак, ты идешь сюда, становишься здесь, потом ты смотришь туда, твой тиммейт берет тебе эту позицию. Там такого не было. Там достаточно было сказать тактику, все четко понимали, куда смотреть, что делать. В этом был большой плюс команды. Ну и был минус, потому что были такие моменты, что все-таки чего-то не хватало. Да. Вот именно А какого- как сплоченность именно как коллектив? Была какая-то дух там, не знаю, там победы, как там сильная команда, как одно целое, там какие-то такие вещи? Или как-то... Как одно целое такого я не чувствовал, но я чувствовал, что просто игроки, они играли давно уже вместе, все. Они все были вместе, и давно я чувствовал, что они в какой-то момент, но я не видел единства никогда. Поэтому я думал, что, ну, может быть, у них так принято, я не знаю. Потому что я привык к другому, что команда, она как больше, наверное, семья, там, не знаю, как-то так расположены друг к другу. Но у них было больше как индивидуальности каждый. Но, я не знаю, ну, я думал, что, возможно, у них так принято. Да, а Не как у мошнил нас. кто-то вообще когда-то? Никто не мошнил никогда. Нику никогда. Он мошнил только тогда, когда чуваки переставали играть много. Он мошнил, типа, говорил, пацаны, вот, типа, вы надоели, почему я тренируюсь много, а вы не тренируетесь, типа, знаешь. И они там молчали, и они все в конечном итоге это, ну, принимали этот напор от Нико и начинали тренироваться много. Он там бывало на Рейна наезжал, типа, почему-то он перестал так много играть, что у него, типа, скилл упал. Рейн вообще такой игрок, да, то есть получается он какой-то период круто играет, потом вообще там типа сосет, потом опять круто, то есть это он такой нестабильный. Ну, как бы. когда начинает много тренироваться, он начинает хорошо играть. Да. Как вы выступили на мейджоре по итогу? Мы проиграли вам. Четвертьфинале. Нави проиграли мы. Мы были в хорошей форме. У нас с вами были хорошие такие сильные качели. Тяжелые матчи, да, такие. Тяжелый матч, и Энсе, блин, так обидно мы тогда проиграли, потому что мы реально вели игру. Мы могли выиграть. Да, мейджор. я видел эту игру, я думал, что я просто смотрел на тебя, думал, ну все, сейчас дали, я говорю, я думаю, сейчас тупо взорвется, думаю, когда мы начинали отдавать там какие-то игры, Да, там, у меня тупые тогда раунды. что-то тоже поплыл, если честно. Мы готовились, я тогда тоже много сделал там, изменений в себе, чтобы как бы очень хотел выиграть за Нави мейджор, у меня была мечта, и обидно, короче. И что после мейджора, когда вы проиграли нам, как дальше сложилось все? Сложилось так, что мы просто собрались, и я говорю, пацаны, вы уже решите, говорю, что делать, потому что мне тоже не хочется в таком подвешенном состоянии находиться. Типа, давайте что-то решать. Они такие, говорят, хорошо, мы поговорим, потом мы собрались вечером, они такие говорят, мы хотим тебя еще оставить на один турнир, потому что, я, говорит, Ник, я не знаю, хочу я капитанить или нет. Я, говорит, посмотрю еще один турнир, смогу ли я капитанить. Если не смогу, то мы будем брать капитана, типа, тогда. Уж. Я сказал, ну ладно, давайте еще один турнир сыграем какой-то там. У нас было там на носу две лиги, вот этот Бласта, там еще какой-то чемп старладеровский. И они попросили, чтобы я отыграл эти турниры, и потом они будут уже полностью, потому что после готовиться там был период небольшой, они взяли бы нового игрока, они не смогли бы натренироваться так быстро. Ладно, в принципе, я подумал, мне отыграть эти турниры, слетать с пацанами, там, может быть, выиграть какие-то, будет приятным бонусом. Я думаю, почему бы нет. Но контракт подписывать я все-таки не хотел, потому что все было как-то в подвешенном состоянии. Мы слетали, мы начали опять тренироваться, там где-то выступили неудачно, и уже я думал, что все, я хочу поехать домой, я устал, я там много разговаривал с Робаном, я ему очень много там рассказывал, что, допустим, у меня было очень много чего сказать команде, как подготовки я мог сделать команду намного лучше и сильнее, но у меня не хватало английского тупо словарного запаса, чтобы, знаешь, это сказать. Братан, ну ты при этом ты же английский неплохо знаешь. Да, я думал, что я неплохо знаю. То есть разговорный какой-то есть, но вот именно, знаешь, донести до команды что-то. Я думал, что я говорю, что я хочу поехать уже все отдыхать, потому что, ну, типа, у меня это все положение, которое мы там в команде, то, что я не подписал контракт, пацаны думают, не думают. Я говорю, мне это все надоело, я хочу уже найти себе нормальную команду, типа, и тренироваться уже, знаешь, полноценно, не думать о том, что будут брать, не будут брать.
потому что так было сложно себя ощущать в команде. Мы с ним много разговаривали, мы пососали первый день в Майами, на Бласте. И я говорю, ну все, я говорю, типа, я устал, типа. А, это ж Я полкласса вы выиграли тут. Да, я пошел, типа, тупо вот это, я говорю, все, я устал, типа, мне уже все, вот так приелось. Все пацаны тоже устали, потому что мы много всего проиграли. Я с кем-то, с Рейном, что ли, или с Олафом, мы сидели, короче, до 5-6 утра, я там сидел, а у нас первая игра в 9 утра была. Я поиграл в доту, не в доту, а в ТЧС сидел, играл до 6 утра, потом поспал 2 часа, взял редбульчик, приехал на турнир, и что-то, знаешь, как мана небесная, я, знаешь, я думал, все, я уже хочу уйти, типа, спокойно уйти, типа, так подрасслабился, знаешь, отпустил за ситуацию с командой, не с командой, и тупо выдал, не знаю, в этот день я тупо уничтожил там. Кстати, мы вас тогда выиграли, по-моему, вы были в Майами, да, тогда? Да. Да, там очень, мне начало просто все залетать, потому что я отпустил ситуацию. Думал, ну все. Типа, меня очень сильно это напрягало. Типа, я хотел подписать контракт, но с другой стороны, меня бесило, что они не могли определиться, кто же будет капитан, потому что они говорят, я не хочу быть капитаном. Но ему говорят, ну кто будет другой? Ну ты не мог, потому что ты английского запас, да? Да, у тебя не хватало? да. Мне Янка говорил, типа, если бы у меня был бы нормальный английский, они бы сделали меня капитаном и попробовали так играть. Потому что во время буткемпов я очень много там говорил, предлагал, там, я показывал очень много гранат, там, предлагал систему тренировок, там, знаешь, какую-то там определенную. И все это принималось, и мы это тренировались, так, знаешь, типа, я просто был удивлен, что команда вообще, ну, типа, она тренируется, просто играет. И в какой-то момент я предлагал какие-то моменты свои. Видишь, то есть получается, как важно, да, то, что играя, вот психология, да, играя расслабленно, отпуская ситуацию, Да, просто да. когда тебе нечего терять, ты реально играешь лучше. А когда у тебя есть Да. какая-то заморочка, стресс, вот это для тебя вывод сейчас. Вот посвяти Конечно. этот год, как бы отпусти, играй. Но ты, я вижу, что ты сейчас спокоен, ты сконцентрирован, ты реально, ты как бы не паришься, у тебя нет. У тебя есть цель у команды, но у тебя нет как бы за спиной кого-то, кто будет тебя там гнобить и говорить, там, блядь, давай показывай эту цель, да, то есть это важно реально. Ну и в итоге вы выигрываете Blast, но тем не менее проблема с капитаном не решается, да, получается? Проблема не решается, да, и в конечном итоге там, мы едем дальше после Майами, мы едем сразу, отыгрываем ESL Pro League, выиграем 3-0 в группе, и должны были ехать в Сидней полным составом. Получается, что из-за какого-то там менеджмента, типа менеджмента, ни я, ни Нико не получаем визу в Австралию вовремя. Я прилетаю в первый день, там, вместо меня играет там Стилу, я играю, потом я такой, знаешь, такой головой летел в Австралию, и на следующий день начинаю сажусь играть, у нас нету Нико, у нас сидится Янко, у нас полный бред, и короче, в конечном итоге, типа, Ник говорит, все, я не хочу, давайте, типа, возьмем Нео, типа, как этим капитаном, я сказал, тогда я ухожу, типа, все, давайте, auf Wiedersehen, так сказать. Ну, так оно и сложилось, типа, ну, последний турнир, на самом деле, хотя я тогда, на тот момент, не хотел лететь в Сидней. Я говорю, если, ну, просто меня уже осточертело все это, я говорю, давайте, либо подписываем, не подписываем, но я не хочу лететь в Сидней. Ну понятно, я тебе скажу честно, мы тогда в Нави, у нас было столько очень много ланов, да, и мы открыли такую таблицу, там у нас было на там, полгода там, 15 ланов, из которых мы понимали, какие надо выбирать, какие, потому что на все полететь как было нереально, и мы Сидней убрали. То есть, мы Да, поняли, но что это надо было лететь. правильным решением. Это правильно, да, то есть мы сидели, долго размышляли, думали, нахрена нам этот Сидней, потому что можно было бы просто сойти с ума. Ланов было до хрена, сейчас вообще как бы их нету, да, то есть как бы все изменилось. Ладно, Даур, давай погнали заканчивать, как бы, чтобы не растягивать. Я бы с тобой общался, еще много было бы чего обсудить. Еще поговорим, да. Да, но я думаю, что 1,5 часа это нормально, как бы время для интервью, люди не хотят больше слушать, они устают, как бы, поэтому я думаю нормально. Давай пойдем с тобой по поводу Блиц. У нас есть Блиц и розыгрыш. Да, давай. Так, Блиц это, в принципе, вопросы такие короткие, то есть поехали, да? Топ-5 игроков в CSGO за всю историю, по твоему мнению. Forest, GetRight, Device, Simple, не знаю, Zaiwu, наверное. Самая большая победа со стороны вопроса и поражения в карьере. Ну, победа, я догадываюсь. Победа, да, ты догадываешься, это был лан в Алмате. Конечно, мейджор, а самое поражение... Я, честно говоря, у меня столько поражений, потому что они просто у меня все слились как-то. Ничего не запомнилось, ни одно поражение мне не запомнилось. Такое прям обидное. Может, финал мейджора, нет? Финал мейджора нет. А самая большая победа и поражение в жизни?
Победа в мейджоре — это самая победа, главная победа в жизни, потому что я всю свою жизнь посвятил именно КСу. Поражение — это, наверное, что я не мог уделить времени своей бабушке из-за КСа также. Поэтому я очень сильно любил свою бабушку. Гамбит или Virtus.pro? Гамбит. 1.6 или CSGO? CSGO. CSGO. Вообще без вопросов. Хотя ты в 1.6 тоже много играл. Да, очень много играл. Я помню, я приезжал к вам и тоже смотрел, думал, когда вы играли с Эдвардом очень много, я думал, что каким-то примером тоже вы подавали мне пример такой, знаете, задротство, вот это вот то, что в кликнете вы сидели там. А, Я так посмотрел на вас, думаю, ну да, я говорю, пацаны действительно, наверное, что-то понимают, как надо тренироваться. Молодые еще, да? Да, молодые такие. Ладно, поехали розыгрыш. Получается, во-первых, что мы будем разыгрывать? Мы разыграем командное худи К23. У нас есть, у меня новенькая есть комплект. С твоим автографом. С моим Обязательно. автографом, Давай, обязательно. может быть, Я, наверное, всех игроков возьму. всех игроков, идеально. Что нужно сделать Дауру, чтобы построил завод с кумысом? Пишите, лучшие варианты мы выберем. Я знаю ответ, самый лучший ответ. Но я не буду его говорить. Я его выберу сам. Хорошо, ты поможешь выбрать, мы тебе дадим варианты. Ну что, в принципе, спасибо тебе за интервью. Как бы было Тебе очень спасибо, приятно да. пообщаться. Я желаю тебе удачи. Я считаю, что вам нужен тренер, потому что, чувак, вы... Ну, как бы сейчас без тренера как бы делать одному эту работу, это как бы сложно, и ты же понимаешь, что ты мог бы, ну, как бы свои обязанности разделить там на 2, на 3 легко и больше тратить времени также там на индивидуальную игру, потому что, ну, в нынешнее время, если ты не дотягиваешь индивидуально, то ну, это будет очень тяжело команде. Согласен, да. Вот, поэтому как бы пишите, ребята, кто хочет, у кого есть опыт обязательно. Какие критерии для тренера? Опыт, да, то есть получается, знание, бывший игрок, может быть, да, КС, что еще? Да, все что угодно. Аналитик Главное, чтобы хороший, много демок Просто смотрел. главное, чтобы эти люди появились, знаешь, есть много игроков, которых даже понятия не имеют, что они как-то имеют. Хорошо, есть Ламыч. Кстати, мы не думали об этом еще. Ну, так подумайте, Потому что это очень крутой чувак. Да. Пожалуйста, как бы. Я его, честно говоря, рассматривал там к себе в состав, но пока мы там его возьмем в состав, это придет время, но пока он есть, вот, пообщайтесь. Он крутой, он очень крутой Да, чувак. я знаю, я же работаю Блядь, с Ламычем. ну, нету, вот, блин, хорошо поищите, вот сразу тебе сказал. Да, ты понял, да? Поэтому как бы, хорошо, ребят, удачи, бро. Если ты решил играть, доиграй реально так, чтобы уйти счастливым и закончить карьеру. Как, в принципе, сделал Спасибо, это да. я. Ну, так и сделаю. Все, бро, удачи, обнял, Всё, спасибо за давай. интервью. Пока. Все, пока-пока. Так, ребята, смотрите, у нас было записано 8 интервью, это 9, мы подвели итоги и выбрали победителей, и вы получите крутые призы, ребят, очень много призов. Вы можете посмотреть, кто выиграл, по ссылке в описании. Переходите, всем удачи!